Приветствую вас на первом уроке марафона «Сезон роз». По сути дела, это будет курс, обучение на котором будет построено от простого к сложному. Сегодня мы с вами рассмотрим, какие необходимо знать законы академического рисунка и живописи, которые надо использовать при написании розы, как отдельной розы, так и букета в целом, в общем. Для тех, кто уже был на моих предыдущих марафонах и курсах, информация эта, в принципе, уже будет известная, но также необходимая к повторению и закреплению и пониманию. Итак, вот смотрите, роза, да, которую мы сегодня с вами напишем. Почему белая роза? Потому что при изображении цветка очень важно отобразить именно его объем. Когда мы учимся что-то рисовать, писать в цвете, не зависит от того, акварель это, масло или еще какой-то цветной материал, цвет очень сбивает, отвлекает на себя внимание. И когда у вас еще не уяснены вот эти процессы создания объема на белом цветке, на белом предмете, то цвет сбивает вас с толка. Вы начинаете путаться, где должны быть освещенные места, где затененные, и объема не получается. Вот именно с этой целью мы сегодня с вами нарисуем белую розу и поймем, как нам ее изобразить. Самое первое, вот что я держу белую розу на белом листке, на белом фоне. На что вы обращаете внимание? По сути дела, только, ну вот в данной ситуации, только на тень, да? Только тень создает нам ощущение того, что это шарик, объемное тело. И сейчас я вам покажу, поставлю розу пока в воду. И сейчас я вам покажу вот на примере двух окружностей. Вот так. Ага, не видно. Повторим. Я взяла угольный карандаш. Он более контрастный такой, да? Вот это, по сути дела, два круга сейчас, да? А один из них нам надо превратить в шар. Допустим, вот сейчас возьму опять эту розу несчастную, ну, счастливая. Свет падает вот отсюда, да? Вот так вот я стою перед окном, вот отсюда падает свет, вот так. Значит, вот здесь на розе самое светлое место, да, где-то вот тут прямо блик. Самое светлое место. Затем идет свет, полутень. Вот здесь, вот она будет. Все переходы очень мягкие. Вот здесь мы видим, вот отсюда пошла тень. Вот так. Вот здесь, вот в этом месте самая насыщенная тень. Вот здесь вот, да? И внизу уже будет рефлекс, то есть самая насыщенная тень, она будет не до края розы, а где-то вот, ну, не доходя края, потому что снизу там уже свет на нее проникает. Так, сейчас я опять ставлю розу на место. И постараюсь вам вот это вот заштриховать так, этим карандашом. Ну, конечно, не буду аккуратничать. Постараюсь вам показать, поскольку угольный вот этот карандаш, его легко растушевать. Постараюсь вам передать объем. Вот так, сейчас я вот так вот сделаю. Вот смотрите, блик, свет. Постепенно этот цвет переходит в тень. Вот самое насыщенное место у тени вот здесь. Вот перед нами. И внизу опять рефлекс.
Так, все надо сделать еще контрастнее, глядя в камеру. Ну, окей. Так, значит, усиливаюсь. Ну, на самом деле у меня рисунок ярче, вот это на камеру надо усилиться. Так, хорошо, сейчас. Ну, для цветка это уже, конечно, слишком. Вот так, смотрите. Вот чем отличается круг от шарика, да? Мы за счет вот этих теней мы теперь видим, что это просто круг, просто лепешка, а это шарик. И добавим сюда еще, вот если так идет свет, то вот здесь вот где-то вот так будет тень. Самая самая насыщенная она будет где-то вот здесь вот. Так, ну вот. Все-таки изображение на камеру сильно отличается от реальности. Ну вот так буквально, да, в черновом таком варианте вот я сделала, чтобы вы поняли, как какая-то плоская фигура превращается в объемное тело. Поэтому, когда вы пытаетесь на своих акварелях аккуратничать и не делаете... Сейчас вот здесь еще покажу пространство. Потому что спрашивали, почему вы делаете темный фон, там, где освещенное место. Вот почему. Потому что на его фоне, то есть, ну да, на фоне этого фона ярче, не видно, вот так, ярче появляется свет. Вот так вот. Когда вы рисуете акварелью, вот когда новички рисуют акварели, всегда боятся делать тени, и поэтому рисунок не получается объемным, он остается плоским. То есть как бы вы вот здесь не рисовали этой розе лепесточки, она не становится у вас круглой, ну, не становится шариком, потому что, чтобы появился объем, нужны тени, и от этого ну, вот совершенно никак никуда не уйти. Как располагаются тени на шарике? Надо запомнить для себя, запомнить наизусть. Их положение будет меняться в зависимости от того, откуда идет источник света. Вот стрелочку я поставила, да? Если свет будет с другой стороны, тени будут располагаться по-другому, но в том же порядке. Значит, куда вот пришел свет? Это блик. Дальше самое освещенное место – свет. Затем потихоньку будет уходить это все в полутон. Дальше будет идти тень. Это вот собственная тень называется. Ниже нее рефлекс и падающая тень. Падающая тень тоже неравномерна. Она вот не будет вся монотонная. Да? В ней тоже будет она вот под самым-самым шариком она будет погуще. И к своим краям она будет посветлее. Это то, что надо запомнить и держать в уме, когда вы рисуете, ну вот цветок так особенно, да? Когда мы рисуем какие-то другие предметы, там уже надо смотреть, на что, из каких простых форм состоит вот тот сложный объект, который вам предстоит нарисовать. Допустим, где-то это параллелепипед, где-то цилиндр, где-то конус, где-то шарик. Вот я думаю, что мы сделаем курсы потом по всем, да, как бы по всем этим аспектам. Но вот для цветка больше всего подходит шарик. Когда пишете цветок, помним, что это шарик. У него есть блик. Так, сейчас настроюсь. Вот у него есть края лепестков, которые вот встречаются со светом, они всегда будут самые освещенные. За ними очень хорошо сделать наиболее темный фон. Далее будет идти освещенная зона, потом полутон, полутень. И вот в этом месте, в полутоне, здесь будет отображаться именно собственный цвет цветка. То есть, допустим, если у нас вот роза белая, то здесь освещенные блики мы будем делать
белее ее собственного цвета, да, а вот именно в этом месте мы будем стараться сделать цветок вот такого цвета, каким он является вот в основном, да, по своей сути. Розовый он или белый, или вот какой, вот зона полутона, это здесь мы делаем собственный цвет цветка. Ну, плюс рефлексы, про которые я вам расскажу потом, которые вокруг отражаются. Ну вот белый цветок, вот эту такую кремовую, молочную лимонность мы будем передавать именно вот в этом месте. А в тенях мы будем углублять, делать тень темнее. Так. Ну и попробуем теперь изобразить эту розу в акварели. Итак, смотрим. Вот белый цветок, ну, условно говоря, белый, да, на условно белой акварельной бумаге, которая тоже, ну, не белоснежная у нас все-таки, да. Ну вот смотрите, все-таки вот в натуре, вот у меня в реальности это еще более выражено. Камера, она как бы все нивелирует, поэтому рисовать всегда с натуры интереснее, вот на самом деле интереснее и проще, чем с фотографией. Рисование с натуры звучит для новичков как бы так немножко устрашающе, но на самом деле с натуры рисовать проще, потому что на натуре все гораздо отчетливее видно, чем на фотографии. Вот сейчас я вижу, ну и вы вот присмотритесь, тоже увидите. Но вот просто на натуре у меня это ярче, чем в камеру. Что вот здесь, вот это место у цветка, то есть блик, да, на нашем шарике, это блик. Он намного светлее, вот прям в реальности прям намного светлее, чем вот этот лист, который, на фоне которого он лежит. Хотя, ну, условно говоря, они оба белые, да. Дальше, вот, в общем, вот это блик. Здесь фон будет достаточно темный. Вот это полутон, зона полутона, освещенное место. Я вижу, что вот свет просвечивает через лепестки, вот и вы увидите. Вот здесь очень теплый такой желтый цвет, теплый, прям розоватый. И тень будет розоватая. Вообще в цветах, вот внутри цветка, все, что касается внутренности цветка, там везде тени будут теплые за счет того, что ну, практически у 100% цветов яркая желтая сердцевинка и полупрозрачные лепестки. Поэтому сердцевинка просвечивает вот изнутри. И вот все вот эти внутренние тени, они обязательно будут теплые. Так, блик, повторю, блик, полутон, вот здесь вот, да. И вот здесь вот пошла большая зона тени, большая тень. Вот в ней можно сделать что-то холодное, вот с этой стороны. Холодное – это значит такой оттенок, в котором больше синего. Теплый – это такой оттенок, в котором больше желто-оранжевого такого. И не пугайтесь, если вам кажется, что вы не различаете, где на рисунке холодные цвета, а где теплые, потому что это ну, не всегда ярко выражено. Так. И теплые и холодные, они не в каком-то абсолютном смысле, а только относительно друг друга. Поэтому вот за это не бойтесь, вот, что я не понимаю. Вы со временем все поймете. Просто сейчас, когда вы ищете теплые и холодные оттенки, вот на чьем-то рисунке, допустим, вы ищете каких-то очень откровенных, да, этих оттенков, а они бывают настолько нюансные, настолько тонкие, что вы воспринимаете изображение красивым, целостным, но вот разложить просто вот вашего опыта пока не хватает. Но это приходит все с практикой. Главное знать, когда мы сейчас будем рисовать, главное заложить в цветок теплые оттенки, то есть вот заложить вот эти вот теплые оранжевые и желтоватые оттенки.
Почему? Потому что из теплых потом поверх холодные можно сделать всегда, а вот поверх холодных нарисовать теплые оттенки уже не получится, получится вот та самая загадочная грязь, которую все так боятся. Ну, на самом деле грязи гораздо меньше, чем ее упоминают. Ну и так, приступим. Значит, моя задача отобразить эту розу. Ну вот я положу ее в кадр, чтобы нам всем было виднее. Так, положу вот сюда, подвину. Вот здесь буду рисовать. Ваша задача будет отрепетировать, не делать большой рисунок, не делать его каким-то сразу генеральным шедевром, а настроиться на то, что вам придется отработать вот эту розочку несколько раз. Когда вы добьетесь от себя красивой белой розы, вот чтобы в тенях она у вас была не серая, тогда можете потренировать, допустим, если вам не хочется белую, а хочется какую-то розовую или красную, тогда с учетом всех тех же правил попробуйте и цветную розу, но отработать сначала надо именно белую. Итак, значит, что? Ну, начну вот с этих теплых теней, да, поскольку белый блик мне надо оставить белым. Фон я затеню на фоне, ну вот, с которым будет контрастировать этот блик. Фон я сделаю чуть позже. Значит, сейчас я сделаю следующее. Вот следующее за бликом идет зона вот эта теплого света. Теплая желтая. Вот у меня это будет неаполитанская желтая, которая вот в цветах неаполитанская желтая хороша. Если у вас нет неаполитанской желтой, купите неаполитанскую желтую, она вам понравится. Ну, если вот решительно нету, а рисовать не втерпешь, тогда можно попробовать какую-то светлую охру, ну и, допустим, сиену жженую, сиену натуральную. Но вот неаполитанскую желтую все равно купите, она чрезвычайно хороша и для пейзажей, и для цветов. Итак, значит, теплая, это у меня будет вот неаполитанская желтая. И тут же я стала набирать голубую. Но сейчас мне голубая вот эта не нужна. Так, я взяла вот неаполитанскую желтую и возьму еще кадмий красный. То есть 3 основных цвета: красный, желтый, синий. Вот из красного, желтого и синего я сделаю красивую розу. Ну, я постараюсь. Так, бумагу-то я не намочила. По мокрому это сделать проще, да? Поэтому давайте намочим бумагу. Вот мочу бумагу, максимально утопила лист в воде. Поскольку мы осваиваем мокрые техники рисования акварелью по мокрому. Если у вас нету хлопка, то целлюлозу не мочите. На целлюлозе рисуйте сразу вот по сухому, только, намочив вот только то место, на котором непосредственно рисуйте. Мочить целлюлозу смысла нет. Так, ну вот, намочила. Значит, теперь мне надо подождать, наверное, минут 10, чтобы бумага, вот поверхность бумаги, чтобы высохла, а внутри, в листе, останется по-прежнему много воды. Ну вот, прошло примерно 10 минут, лист высох, то есть высох снаружи. И продолжим. Разглядели розочку, да? Свет, тень. Сейчас рисую вот теплые участки. Значит, добавлю, краска уже подсохла, добавлю неаполитанскую желтую с кадмием красным.
Набирать буду потихоньку. Так, где? Вот здесь будет мой цветок располагаться. Смотрю, где вот это, где вот эти теплые, прям видно вот, да? Они такие, ну вот оранжеватые, по-другому не скажешь. Где эти участки? Наметила. Так. Дальше уже идет более холодные оттенки краям лепестков. Значит, беру неаполитанскую желтую. И вот у меня это цирулиум и кобальт лазурный, голубые. Вы можете взять, ну, любые. Вот главное получить такой оттенок, любые голубые, я имею в виду. Главное получить такой оттенок. Сейчас подниму ближе к камере. Вот он и не серый, и не голубой, и не зеленый, а какой-то вот такой очень приятный для цветов в тени, очень нежный такой цвет. Так, и им я намечаю дальше мои лепестки, которые пошли вот уже здесь. Вот здесь у меня зона света. Для лепестков, вот для освещенных вот этих трубочек, да, я просто оставляю незакрашенными белые участки. Оставляю. Так, вот здесь будет, вот здесь. И теперь для большого лепестка вот это прям вот он вот так. Намечаю. Сейчас все легко, вот так очень прозрачно и легко намечаю. Набираю опять этот оттенок неаполитанское желтое с каким-то вот цирулиум, кобальтом лазурным, ну вот что-то такое светло-голубое, нежненькое. Получила вот этот непонятный нежный оттенок. Главное его достоинство в том, что он не серый. Так, смотрю. Форму цветка смотрю, да? Замалевала белое, то, что хотела оставить. Значит, беру тряпку влажную и краску убираю. Вот если сделала что-то не так, как надо, взяла и убрала. Так, теперь чувствую, что мне надо взять кадмий лимонный и вот примешивая сюда к этим, добавить вот здесь где-то. Опять я залезла на этот лепесток, все время лезу сюда. Так, смешиваю кадмий лимонный, неаполитанскую желтую. Вот получается красивый такой оттенок, который, ну вот видно, что на палитре примерно то, что мы видим на розе. Так, и где-то вот здесь они. Вот это вот все подпрятано. Так, форму розы тоже надо не упустить. Белизну вот здесь я, конечно, не уберегла. Но поскольку здесь будет большая тень у нас, то ей еще будет за счет чего тут подсветиться. Не грущу из-за этого обстоятельства, не говорю, что я все погубила, делаю дальше. Так, теперь мне надо задать фон, да, на фоне которого мой цветок засияет. Что возьму?
Ну, можно, кстати, ограничиться вот этими цветами, да, не брать синий какой-то темнее, а вот остаться на этом кадмии красном, на голубых и на неаполитанской желтой. Так, вот он какой-то. Добавила неаполитанскую желтую, получился оттенок серого потеплее. Так, ну и попробуем. Значит, вот. Для красоты вот уже пошла как бы сама акварельная техника. Вокруг цветка мочу большой кисточкой фон. Примерно сантиметр, не доходя до цветка. Чтобы вот этот фон мне легче было разводить в стороны. Так, и кисточку просто с водой держу в руке. Ну, может не в руке, но где-то очень рядом. Ну, а то и в руке. Так, и теперь сделаю вот так у меня он лежал. Значит, теперь сделаю силуэт цветку. Не доходя вот тех теплых, которые я давала, поскольку это не самый край цветка, да, а вот чуть выше, сделаю цветочку красивый силуэт. Так. И чтобы это не был просто контур, а был действительно фон, значит, все это развела и большой кисточкой с водой увела в стороны. То есть, по сути дела, как вот мы и видим на натуре, да? Так, дальше поехала. Смотрю, вот здесь уже обращаю внимание на лепестки, но здесь сделала не совсем так. Ну вот как сделала, так и сделала. Мое дело. Так. И вот сюда пришли в тень. Вот здесь роза лежит, да? Под розой тень. Вот стебель прямо, да, видите, надеюсь, в камеру. Вот под розой отражается стебель. То есть даже тут и не то, чтобы тень, не в чистом виде тени, а еще и отражение, поскольку планшет блестящий. Так, ну и окружу со всех сторон этим фоном. Если у вас есть сейчас свои цветы, значит, мою розочку попробуйте вот так ну да, с экрана нарисовать. И когда она у вас получится, когда вы увидите, вот что получилось, что объем у вас есть, тогда обязательно попробуйте и свою розочку с натуры. Вот так же ее положите и попробуйте отобразить. На самом деле в рисовании с натуры сложного, ну, ничего нет. Так, вот здесь я смотрю с этой стороны, вот с освещенной стороны роза кажется светлее белого фона, а с теневой стороны роза, наоборот, темнее фона. Ну, хотя на самом деле они и роза, условно говоря, белая, и фон у меня белый, да? Ну вот таковы законы физики и нашего восприятия. Делаю вот здесь светлее. Вот в этом месте уже роза должна стать темнее. Так, сюда все утекло. Что еще? К чему еще призываю вас? Призываю не делать со всех сторон розу
вот так вот контрастно граничащую с фоном. То есть только вот в этом месте, где она встретилась со светом. И даже уже вот здесь, не везде, да, вот смотрю на цветок. И у меня вот пока что тут везде четкие очень границы, а у розы не везде. Значит, я вот отжатой кисточкой эту четкость снимаю. Так, ну вот здесь она есть, ну, конечно. Вот здесь вот этот лепесток темнее, чем фон. Причем вот в этом месте прям гораздо темнее. Так, ну что, теперь надо... Так, вот здесь, смотрю, еще надо... Вот здесь лепесток темный, да, вот этот завиточек. Вот завитушка вот эта с обратной стороны темная. А вот здесь вот лепесток примерно такой же, как фон. Сливаются они, да? Значит, я и тут их сливаю. Делаю мягкое им. Мягкое такое слияние. Ну вот жаль, что я потеряла, конечно, вот этот лепесток. Ну, сейчас буду бороться за них. Вот это я сделала, это первая заливка такая основная. Теперь можно посмотреть, стоит ли в нее что-то добавить, или уже надо сушить и дальше работать по сухому. Это, ну, вы решаете, исходя из конкретной ситуации. Так, вот набираю теневой оттенок такой зеленоватый. Вот если взять не неаполитанскую желтую, добавить, а кадмий-лимонный, в нем появится такая вообще приятная свежесть. Так, ну добавлю еще немножко неаполитанской желтой, чтобы все-таки он не был таким очень ядовитым. Так, и попробую куда-то. Смотрю, где тут тень? Где она? Так, и вот вижу в камеру, что надо все пожелтее сделать, да? Значит, неаполитанскую желтую беру, что кадмий-лимонный. Но все-таки вот неаполитанская желтая потеплее. Возьму неаполитанскую желтую. Вот это вот все, оно все подсвечивается. Именно вот за счет того, что я говорила, что сердцевинка дает вот эту теплоту. Так, ну и вот здесь цветок темнее фона. Тут немножко есть белого. Все, как видите, я ничего конкретного не делала, но цветок получается. И тем не менее, вот здесь, смотрите, вот в этом месте, большую тень я еще не добрала. Так, ну сейчас восстановлю вот то, что у меня было в тени. Тут тень надо усилить, да, вот здесь под цветком. Достаточно насыщенная тень. Но если цветок весь вот такой теплый, допустим, тень могу сделать холодную, вот поголубее, да. Так, стебель будет вот идти по центру цветка,
а тень, она немножко, в стороне, поскольку роза не лежит на стебле. Учитывайте, кстати, вот тоже это обстоятельство. Не забывайте про него. Можно чего-то и желтого в эту тень добавить, потому что в тенях, помимо самой вот этой тени, да, она совершенно не серая, во-первых. Во-вторых, то есть там сложные оттенки. Во-вторых, вот на блестящей поверхности все отражается очень сильно. Вот если зеленые тут листья и вот такой желтоватый цветок, это все будет отражаться на поверхности. Если бы был цветной планшет, то и на розе были бы оттенки планшета. Так, вот так пока оставлю. Зелень надо подсушить, да? Сейчас рановато для зелени. Все проверила, чтобы не был у меня цветок со всех сторон вот такой резкий. Так, ну все, значит, теперь сушу феном. Розочку отложу в сторонку. Так, посушила, до конца не сушила, вот здесь все сырое, только цветочек высушила. Так, ну и что, вижу, что вот тень, вот эту большую тень я еще не дала, а мне надо ее дать. При этом надо дать ее такую вот какую-то красивую, да, чтобы она не была серая. Вот такую, наверное, какую-то. И даже вот в камеру видно, что вот на этом месте она теплая, вот эта сердцевинка просвечивает. Значит, беру кадмий красный и неаполитанскую желтую. Ну и вот смотрю на палитру, да, на цветок на палитру, на цветок на палитру. Ну, примерно то же самое. Так, вот грязновато. Опять наберу ой, кадмий красный, неаполитанскую желтую. Ну и желтый побольше. Вижу вот прям в камеру. Еще как бы камера почему-то вот это усиливает. Так, и создаю вот эту большую тень. Так, вот здесь у меня уплыл цветок далеко.
Вот края лепестков более четкие. Так, вот серый фон на цветок стараюсь не тащить, а делаю именно вот такой зеленоватый, голубовато-зеленоватый. Там, где мне уж совсем хочется лепестков. Да. Все время помню про то, что вот здесь самое светлое место, здесь такое переходненькое, средненькое, и вот здесь самое темное. Так, ну что, теперь можно... Смотрю, что еще. Вот здесь какой-то темноты надо вот сюда, да? Здесь чего-то не хватает. Так, ну вот, удержалась от серого. И зелень можно теперь делать. Значит, беру голубые, кадмий лимонный. Вот это самое такое ядовитое будет сочетание. И туда добавлю неаполитанскую желтую. Вот смотрите, как неаполитанская желтая сразу все это успокаивает. Так, ну вот для светлого подойдет, да? Так. Сюда. Задача листьев присутствовать, но работать только фоном. Так, ну дальше не буду углубляться в сюжет. Так, вот самый светлый дала. Теперь все-таки мне понадобится темный синий. Возьму индотреновый синий. Кадмий лимонный. Немножко вот этого ну, ярковато, да? Значит, приглушу кадмием красным. Буровато. Значит, беру опять синий и повторяю все по кругу. И вот хороший получился. Так, и его добавляю куда? Вот сюда в стебель. Сюда в лепесток, сюда. То есть в листочек. Сюда. Ну, здесь более выражено. Ну, в общем, розу уже вижу, кстати сказать. Так, сейчас вот в кадмий лимонный тюкнулась посильнее. Вот сюда. Смотрю, роза видна. Проверяю себя. Да, видна.
А добавить что-то можно? Да, добавить можно. Беру голубые. Что не хватает? Акцентных лепесточков, да, теней на лепестках. Значит, беру голубые. Серые стараюсь не делать. Смешиваю все-таки неаполитанскую желтую и голубые. Так. И делаю тени лепесткам. Пусть они лучше будут зеленоватые, но вот серые не надо. Так, получилось рисковато, да? Если рисковато, отжатой кисточкой смягчаю. Так, вот тут беленький хорошо виден. В смысле, что хорошо, что остался. Так, вот здесь можно вот этим оттенком какие-то немножко дать, да? Смотрю, вот здесь вот должен быть зеленоватый совсем. Вот так, да? Здесь рефлекс. Посветлее. Ну, вот примерно так. Попробуйте теперь и вы. Итак, повторяем. Блик, самое освещенное место. Затем зона света, полутон и пошла большая тень. Края лепестков остаются освещенными, то есть как блик. Желательно, ну вот у меня тут заплыло, желательно оставить незакрашенную бумагу. Но если и заплывет, вы прекрасно видите, что ничего не произошло такого смертельного, чтобы не продолжить этот этюд. Ну, в достаточной степени неплохой получился этюд. Пробуйте.